Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, 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 песеры, с вами Морж, пятница у нас на календаре, а значит самое время открывать эпиков. Завезли нам эпиков Ювентуса, первый раз у нас появляется Давидс и, конечно, хочется его поймать. На этом аккаунте 50 игроков я уже открыл, ни хрена мне не выпало, но я, собственно, сами знаете, буду продолжать, естественно, до упора, потому что очень хочется уж этих ребят пощупать. Давидс когда-то был у нас уже в PES, по-моему, в 17 части, был он у нас от Барселоны, на самом деле за Барселону наиграл он очень мало. Вот, сейчас он появляется за Ювентус, где у него достаточное количество матчей. И когда-то он еще играл и в Интере, поэтому Интер у нас сейчас партнеры, и в принципе я предполагаю, что и от Интера он может появиться. Ну а с Недведом и Дель Пьеро вы знакомы и по 20 части, и по 21 части, отличные ребята. Единственное, что меня смущает, у Дель Пьеро, конечно же, это стиль классической десятки. Достаточно пассивный стиль, это конкретный распасовщик, при том, что и скорость, и ускорение у него есть, и как бы двигаться он должен, стиль будет его тормозить, и если, конечно, вы управляете им сами, то вы двигаетесь как хотите. Но если вы управляете другим игроком и надеетесь, что Дель Пьеро будет прекрасно открываться, к сожалению, не будет. Десяточка у нас достаточно пассивная. Думаю, 50 паков я открою, почему бы и нет. По статам все ребята очень даже хороши, там была небольшая ошибка, я постил, что Давидс у нас будет 96 на максимальной прокачке, оказался он 95, по Дель Пьеро и Недведу же все хорошо, оба 97 на максимуме без сыгранности. Так что карточки хороши, ловить их стоит, если, конечно, у вас есть возможность. Ну и напоминаю, что если ты в России, если ты хочешь задонатить на Android, то пиши мне в личку в Телеграме. Собственно, с этим я могу помочь. В принципе, с айфоном тоже могу помочь, но паки придется открывать мне. С некоторыми ребятами я так на самом деле и работаю, что они скидывают, я им открываю паки, и очень даже приятно, когда удается их порадовать и поймать эпика достаточно быстро. Вот, тем не менее, пока что я кручу у себя, и, конечно же, надеюсь на улов. По статам все трое очень даже хороши, Давидс вообще просто какой-то разрывака в плане защиты, то есть, как по мне, это будет такой аналог Канте, только еще и посильнее. Ну и кроме всего прочего, его внешний вид будет явно привлекать. Потому что, вот, давайте говорить по-честному, PUBG, Counter-Strike уже давно поняли, что косметика и внешний вид решает. Вот Давидс, это, я бы назвал его таким именно завозом косметики в PES, потому что он выглядит своеобразно. И, конечно, ну что ж, и первого эпика я ловлю, да, до этого 50 попыток были пустые, а сейчас мне все-таки кто-то выпадает. Ну неужели, может быть, за эти 50 попыток я поймаю всех? А выпадает мне Александр Дель Пьеро. Да, десятка на спине и десятка у него, к сожалению, в стиле. Об этом я уже и говорил. Жалко, что не сделали его охотником за голами. Карточка бы заиграла гораздо лучше. Но и такой Дель Пьеро очень даже симпатичен. Конечно, нужно будет его попробовать и его потестить. Давно у меня, в принципе, не было обзоров ни на каких футболистов, как-то не нахожу я сейчас на это времени, все ближе, дело идет к Новому году, а значит годовые отчеты, ну, я думаю, вы сами все понимаете, работа все-таки прежде всего, а PES это всего лишь хобби. Ну что ж, 15 игроков я открыл на данный момент и все-таки поймал Дель Пьеро. Ну, 15 игроков во втором моем пришествии, да, до этого было абсолютно пустые 50. К сожалению, повлиять здесь на выпадение никак невозможно, можно поймать и из первого пака, теоретически всех трех эпиков можно поймать за 3 крутки, ну, чисто в теории. И я уверен, что где-нибудь в мире есть человек, которому так повезло, у которого так получилось сделать. Но у меня, к сожалению, самый лучший результат пока что был с мадридским Реалом, где за 55 круток мне выпали все трое. А остальные мои попытки вы видели, когда у меня 2 раза последний эпик выпадал 150-м, это, конечно, было жестко, больно, и я уже хотел и ломать телефон, и в стенку кидать, но, к сожалению, это рандом, и с этим ничего не поделать. Если же у вас нет возможности ловить эпиков, вот мне кажется, что в 23-й части у нас как-то немножечко сместилась ценность этих игроков. Они стали, с одной стороны, более ценные, потому что их гораздо сложнее поймать, чем икоников в прошлой части. С другой стороны, иконики на порядок лучше были в основном обычных карт, ну и чаще всего лучше, чем карты команды недели. Сейчас же их плюс-минус уравняли. То есть, по сути, да, эпики стали это такой серьезной косметикой для бояр, для тех, кто может себе позволить. Но при этом без них играть тоже вполне себе можно.
Я и сам часто играю самыми обычными составами, собираю полные команды, и мне в прикол покатать там полный Манчестер Сити, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Арсеналом или еще кем-то, не используя ни легендарные, ни эпичные карточки. И вполне себе нормально себя чувствую в онлайне. Как-то то, что меня это ущемляет, то, что эпики это какой-то нагиб за деньги, у меня, по крайней мере, не ощущается. С другой стороны, из-за того, что их стало гораздо сложнее поймать, я не так часто встречаю противников, у которых этих эпиков много, по крайней мере. 1-2 обычно где-то есть, вот, но то, что как раньше у нас встречались полностью иконик составы, такого, наверное, в 23-й части мы будем встречать все реже и реже и реже и реже и реже, и такие составы будут действительно только у единиц. Тем более у тех игроков, которые не донатят, вообще таких составов в принципе не будет. А фулл эпики в принципе были в 21-й части у тех ребят даже, которые не донатили, то есть просто везло, и они умудрялись собрать фулл эпик состав. Поэтому, если не донатишь, вполне себе можно нормально играть игроками команды недели. Они сейчас отличные, часто на своей позиции они имеют меньший рейтинг, а если их переставлять на какие-то другие позиции, они имеют больший рейтинг. Короче, крепкую команду сейчас собрать можно и с донатом, и без доната, и нормально себя чувствовать в нашей игре. Этим мне, пожалуй, PES и нравится гораздо больше, чем FIFA, ну, кроме геймплея, само собой. То есть здесь нет такого жесткого варианта нагиба за бабло. В FIFA, ну, в мобайл, по крайней мере, я там не так много играл, да, меня спрашивали, играл, не играл, я говорю, играл, мне не особо понравилось, вот. Но вот там я прям ощущал, то есть если у противника команда сильнее, я, по-моему, в режим VS Attack он называется играл, у него просто банально больше хороших моментов. То есть ему гораздо легче все это дело реализовать и, естественно, выиграть у меня. То есть, ну, прямая связь, да, между силой твоей команды и, собственно, победой в матче. В PES такого нет, в PES все-таки решает и скилл, кроме денег. Поэтому я, наверное, даже не хочется, если честно, влазить в FIFA Mobile, вот я буду оставаться в PES, мне здесь комфортно, мне комфортно с вами, мы болеем, так сказать, одним делом, и лучше я буду шарить нормально в чем-то одном, чем буду размениваться на одно, второе, третье и пытаться подгрести аудиторию. С одной стороны, я понимаю, что фиферам будет и PES не особо интересно, с другой стороны, я понимаю, что и песерам FIFA будет особо не интересно. Короче, размываться тоже особо не хотелось бы. Ладно, 12 паков у меня остается, то есть 62 игрока еще в паке, до 50 я добью. И наверное, последующие 50, если, конечно, мне сейчас вдруг за эти 12 паков уже 11! Уже 11, вот только начал говорить, и мне выпадает второй эпик. Ну, вот Konami, блин, как чувствует, прям как чувствует. Я только начинаю уходить в какие-то дебри, что, блин, если сейчас не выпадет, дальше не открываю, а Konami как будто слышит и сразу же выдает мне Эдгара Давидса. Ну что ж, с удовольствием я его затестирую, будет обзор или не будет, ребят, честно, не обещаю, не знаю, если смогу найти время, вот, но по статам это просто конь, который на поле будет выжигать все, что можно, хотя при его росте это скорее не конь, а понь, вот, такая маленькая понь, но которая будет крайне агрессивная. Классно, Давидс, и 60 игроков у меня остается. Ну ладно, как и обещал, D10 я еще скручу, но вдруг мне сейчас как выдаст Недведа, будет вообще шикарно за 50 паков поймать 3 эпических игрока, хотя, конечно, 50 паков я еще умудрился открыть и до этого, тоже нужно это иметь в виду. Не сильно, конечно, большая у меня вера, что сейчас что-то выпадет, и, скорее всего, все-таки мне придется все это дело добивать до конца. Я уже привычен, я знаю, как работают и эпики, я знаю, как работают Konami, я знаю, как работают паки, поэтому, если ты идешь с мыслью, что нужно забрать всех 3 эпиков, готовься, что паков 120-130 тебе придется открыть. Вот просто ты должен быть морально к этому готов. Да, может повезти, без везения в нашей жизни никуда, и без везения Konami ничего хорошего нам не дает, но просто нужно быть готовым, что открывать придется много. Может быть, повезет и выпадет за 20, но особо на это надеяться, конечно же, не стоит. Но, в принципе, по копанингам я доволен, Дель Пьеро выпал, Давидс выпал, ну а Недведа я, судя по всему, докручу уже без записи. И так видео получается достаточно длинным. Позавтра планирую я видео, надеюсь, успею это сделать, спойлерить не буду, о чем оно будет. Надеюсь, вам понравится. Ну и 3 пака. 3 пака у меня остается для того, чтобы осталось ровненько 50.
Снова белые стрелочки. Не люблю я белые стрелочки. Мне нужно зелено-желтенькие стрелочки. Вот их бы хотелось. И сейчас давайте такой с последнего пака Недвид. И я такой, вау, просто вау, Konami, спасибо. Konami, услышьте меня? Ну, до этого вы меня услышивали. Может быть, и сейчас вы меня услышиваете, а? Ну что ж, последний пак и, конечно же, белые стрелки. Да, Недвид это было бы уже слишком жирно. Но в целом я доволен. 50 паков, 2 эпика. Вполне себе, Недвида добью уже без записи. Пиши в комментариях, выпало тебе что-то или не выпало. Многие ребята уже писали, что даже с халявных умудрились поймать эпика. Мои им огромные поздравления. Нужен донат в описании в закрепленном комментарии, ссылка на мою личку в Телеграме. Ну а я с вами прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.